Здравствуйте, здравствуйте. Существует такая версия, что наша Вселенная образована слиянием 7 различных материй. Они отличаются своими качествами, свойствами, вообще отличаются полностью. Это все качественная структура нашей Вселенной. Все вот это вот, все эти 7 цветов, ну и вот мы можем это наблюдать, когда радуга на небе. Потому что белый, прозрачный цвет, при преломлении он распадается этими цветами радуги. Это качественная структура нашей Вселенной. И, ну вот, например, не просто же так свет, который преломляется и распадается на 7 цветов, 7 материй, когда она показывает себя. Содержащиеся 7 нот в октаве. Это же тоже определенный вид такой вот познания этой Вселенной. И, конечно же, это сущность человека. Кто мы такие? Из чего мы состоим? Ну, если вот верить этому всему, мы состоим из 7 этих материй. Ну, мы знакомы с физическим материальным телом. И мы что-то слыхали о 6 остальных сущностях, которые существуют в одном. Так сказать, это определенная эволюция человека, когда он проходит эти все циклы в одной, во второй, в третьей, в четвертой, в пятой, в шестой и седьмой материи. Все материи слились воедино, и получилось то, что получилось. Планеты, вот это все, звезды, галактики, все это посливалось вот в такие вот солнечные блины, например, вот в радуге определенные такие вот. Во всю эту историю, во все это прекрасное, чудесное, хорошее. Еще можно пофилософствовать, порассуждать над этим, но мы видим, все-таки падает сейчас свет мой, и он отбивается от меня и несется дальше, несется на линзу этой камерки маленькой. Камерка записывает какие-то волночки. Лампочка блимает, я это все воспринимаю сейчас, и мой палец находится конкретно на кнопке остановки записи. Как такое вообще возможно? Да. Ну, в общем, класс. Физик, любой физик бы меня сейчас поправил и сказал, это барионная материя. Ну да, барионная, наверное, там твердая, жидкая, газообразная, плазменная, какая-то еще там бывает. Ну, различные, но вот оно в таком существует. И доказано ли это? Ну, я не знаю, доказано, наверное. Наверное, если они это думают, что так оно и есть, то так оно и есть. Но каждый волен думать то, что он волен думать. Вот он рассуждает, философствует сам, разбирается в этих структурах в мире. Все разбираются потихоньку, так или иначе. Ведь не важно, физик ты или ты просто учитель, или кто-либо. Просто обычный человек. И старайся, разбирайся. И, возможно, это тоже видео пригодится в понимании чего-то другого, параллельного, фактического, которое присутствует всегда, везде. Это, возможно, нас приведет опять-таки к мысли о Создателе, о мастерке, мастерок, который это все совершал, все это делал, старался. Да, какие у него планы были грандиозные, осуществил много чего. И вот эти все 7, так сказать, слияний материй, 7 слияний материй образуют так плотный мир и все вокруг нас. А 6, если их будет 6, то это эфирная уже такая вот история начинается, которая не подтверждена, а может и подтверждена. Вот эти агрегатные состояния мы все подумали себе по поводу твердости, жидкости и газа и эфира. Ну, а если 5, мы тоже слыхали, кстати, про слияние 5. Это астральное, на вооружение себе, как
привидения, наверное, какие-то души, вот это вот все то, что невидимое. Вот. Потом идет слияние 4, это первая ментальная, потом 3 это вторая ментальная, и 2 это третья ментальная вот сфера такая вот прекрасная. Спросите вы, все-таки, как же мы не видим это все? Ну вот говорят нам ученые, что это все, это так называемый dark matter. We all made of the dark matter. Так что dark matter то понятно, но поэтому он и не видим в принципе, потому что он dark. Но как вы думаете, вот если бы такой вот скелет, да, там скелетный каркас, и вот все это превратилось бы в нас, да? Возможно ли это без разумного вмешательства? Вот чтобы череп был, чтобы позвоночник, там, ребра, грудная клетка, вот все косточки эти, вот внутренности, сосудики, нервики. Возможно ли? Это очень странный вопрос, и как вообще эти бозоны, андроны и всякие другие ионы вообще в это все могли бы соединиться. Ну, бозоны Хиггса, которые прилипают во время движения частички, клей такой. Ну вот и у каждого, представляете, что интересно, у каждого же картина мира получается плюс-минус одинаковая. И она плюс-минус одинаковая. Почему? Я так понимаю, есть разные взгляды на мир, но есть такой определенный вот склейщик. Он склеивает абсолютно все эти представления. Вот, например, каждый что-то изучил, да, выучил, живет в определенной локации, и тут бац, оно склеивается с другими сознаниями этих всех существ. Да, и вот мы, получается, души, которые путешествуют в этих специальных капсулах таких человеческих, в твердых. Но мы не совсем твердые, мы не плотно сбитая энергия, как нам говорят, до состояния материи. А мы на самом деле есть эта энергия. Нам нужно понять, давно пора всем нам понять, что мы энергия. Мы это энергия, мы это движение, и мы это цель. Мы это цель. Стараемся, понимаем, помним, любим, помогаем друг другу. Это важные вещи. Без этого теряется смысл. Что мы можем сделать? Да у нас все сделано вокруг нас. Мы просто меняем этому всему форму, придаем вот. Делаем все, делаем потихоньку. Вот. Но так ли это все на самом деле? Менять форму. А что мы можем сделать? А мы можем сделать только продолжить себя в детях. И это правда. Только продолжить себя в детях. Продолжить себя в детях, продолжить себя в детях. Даже солнце нам говорит такое вот. Солнечный блин. Да, для нас он такой плоский, но на самом деле там ого-го творятся какие процессы.